Итак, я хочу сейчас вам показать винтовку, которую вы уже давно видели. Многие видели фотографии, я очень много видео снимал по этой винтовке. Но это был все прототип предсерийный. Сейчас у меня в руках серийная винтовка. Это то, что пошло в массы уже. Я бы сказал, пошло в народ. Значит, винтовка будет поставляться вот в таком кейсе. Кейс водонепроницаемый. Тут вот есть даже специальный клапаночек для того, чтобы спускать давление в случае, если вы летите в самолете и он не взорвался. Хотя я не верю, что может быть. Хорошие, мощные застежки. Открываем. Значит, поставка вот в таком виде. Я не стал вырывать поролон здесь для прицела, потому что каждый из вас будет ставить свой прицел, и я понятия не имею, какой это будет. Рекомендую ставить все-таки прицельчик маленький, не нужно сюда громоздких телескопов. Ну, сами все сделаете. Достаем, кейс уберем. Итак, винтовка Леший. Однозарядная, мультикалиберная. Я сделал более 30 изменений по сравнению с тем, что мы показывали на Иве. Я сейчас даже не могу их все назвать, потому что они настолько для меня очевидны, что я уже сейчас не могу разделить, были они до этого или не были. Но тем не менее, значит, напомню тем, кто не знает, что это такое. Значит, винтовка однозарядная, взведение происходит путем складывания приклада. В момент складывания взводится ударник. Винтовка, если ее сложить до конца, становится автоматически на предохранитель. Ставим сюда пулю, закрываем, снимаем с предохранителя, производим выстрел. Но в студии звук такой не очень комфортный. Итак, я думаю, что сейчас я, наверное, просто ее разберу, попутно поясняя, что, почему и зачем именно так сделано. И, соответственно, пока я буду разбирать, в общем-то, на съемках будет все понятно. Значит, ну, наверное, начнем с рукоятки. Рукоятка у нас пластиковая, пластик российское производство. Мы думали о разных пластиках. Это пластик с нашей оборонки. Он с какими-то модными наночастицами. На самом деле вещь изумительная. Он обрабатывается механически отлично. И он льется очень хорошо. Он легкий, он в 2 раза легче, чем дюраль, но при этом прочный. То есть теоретически из него можно делать даже детали высокого давления. Но я не стал этого делать только в связи с тем, что он хрупкий. То есть он по механическим характеристикам выдерживает, а вот по ударным не особо. Тем не менее, рукоятка, значит, она сделана из 2 частей. Вот у нас есть крышечка. Особо хитрые могут в эту крышечку, в пустоту, она пустота, внутри рукоятка, можно делать нычки. Кто-то сделает нычку в виде заначки от жены, а кто-то положит туда резиночки запасные. Вот крышечка снимается достаточно сложно, но снимается. Вот видите, вот у нас здесь есть отверстие. И там есть еще один болтик, которым рукоятка непосредственно прикрепляется уже к корпусу винтовки или пистолета. До сих пор не определился, что это. Вот так вот. Вот получили железо. Значит, следующее. Снимаем модератор. Снимаем крышку, откручиваем ее. Если вы помните первое видео, то у нас была достаточно длинная резьба и крутить было неудобно. Сейчас мы резьбу укоротили, и она скручивается легко. Не потеряйте колечко, оно служит для уплотнения модератора. Модератор просто вытаскивается. Модератор сделан из точно такого же пластика, как и рукоятка. Отлично себя показал в работе за счет того, что это не металл, а пластик. Он несколько по-другому воспринимает частоты при выстреле.
и звук получается достаточно комфортный. Следующим этапом мы можем снять ствол. Ствол снимается, держится за счет вот этих двух винтов. Вот здесь у нас есть специальная пластина, под которой находится магнит, кстати, по магниту, и ответный магнит находится здесь. Он нужен для того, чтобы, когда винтовка сложена, вот магнит с магнитом совпадают, чтобы она не открывалась. Я не стал намеренно делать очень мощный магнит, то есть она, если сильно ее дернуть, она откроется, но от вот всяческих таких движений он держит хорошо. Значит, нам нужно просто ослабить. Кстати, по поводу, здесь у нас еще стоит блок поджима боевой пружины, и я вам сейчас покажу, как происходит регулировка. Регулировка происходит из торца. В отличие от всех остальных винтовок, где, подкручивая пружину по часовой стрелке, вы усиливаете ее, а откручивая против часовой, вы ее ослабляете, здесь все сделано точно все наоборот. То есть по часовой стрелке вы ее ослабляете, а против часовой вы ее усиливаете. Пружина, фиксатор пружины сделан с специальным подпружиненным шариком, и то есть вы отчетливо слышите щелчки. Соответственно, на нужную вам скорость вы можете настраивать просто по количеству щелчков. Раз, два, три. Раз, два, три. Соответственно, при смене калибра вы просто считаете щелчки в ту или другую сторону, можете памятку написать, и не вызовет это никаких проблем, хронограф не будет нужен уже. Откручиваем. Просто ослабили. Теперь нужно вытащить ствол. Я использую для этого другой ствол, для того, чтобы не повредить ни фаску, ничего. Просто наставляем его сюда. И таким же образом вы можете менять стволы. Вот я снял старый ствол, и я могу загнать сюда новый ствол. Таким образом поменяется калибр винтовки. Следующее. Разборка резервуара. Я надеюсь, вам не понадобится доступ к редуктору, к передней пробке. Здесь в передней пробке клапан. Но, тем не менее, мы это тоже предусмотрели. Если вам понадобится доступ к резервуару, значит, вот здесь, в этом месте, у нас есть специальный болтик для того, чтобы спустить давление с резервуара. Сейчас спустится. Рекомендую после того, как давление выйдет, закрутить его назад сразу, потому что зачастую бывает, выпустил воздух, собрал все замечательно, пошел накачивать и не понимаешь, а куда воздух уходит, а он сюда и уходит. Поэтому вот я воздух весь спустил и обратно его закрутил. И совершенно спокойно откручиваем резервуар с передней пробки. Передняя пробка остается присоединенной к винтовке. Вот. И, соответственно, мы можем снять редуктор с проставочным стаканчиком, добраться до клапана. Вот такой у нас клапан. В общем-то, разборка винтовки фактически закончена. Не рекомендую лезть в УСМ, потому что нет там никакого смысла его разбирать. Но, тем не менее, если все-таки понадобится, скоба крепится тоже на винте. И, соответственно, вы имеете доступ к УСМ. Снимается сначала предохранитель, выбиваются оси и снимаются детали УСМ, их там 2 штуки всего. Да, кстати, вот если вы обратите внимание, вот здесь есть винтик. Это винт остановки спускового крючка от продергивания при выстреле. Вот здесь вы его можете подкручивать, а вот здесь он фиксируется. То есть вы устанавливаете скобу, настраиваете винтовку
на срыв и вот этим винтом подкручиваете до упора спусковой крючок в заднем крайнем положении. Таким образом, при выстреле у вас не будет палец поддергиваться, то есть вы начинаете давить спусковой крючок, происходит выстрел, палец продолжает давиться, и у вас винтовка поддергивается. Чтобы этого не происходило, он должен упереться. Вот, ударник сработал. Так, значит, дальше. Касательно приклада. Значит, приклад. Вы можете его повернуть вокруг своей оси. Можете его вообще снять. Но здесь есть такая тонкость. Для того, чтобы снять приклад, нужно снять сначала вот это колечко. Это колечко закрывает заправочный порт. Сейчас я его сниму, поставлю и покажу вам. Там есть шарик с пружинкой. Главное его не потерять. И можно открутить заднюю пробку. Внутри задней пробки в глубине стоит заправочный клапан, который настраивается точно так же, как и все клапана на эйтганах. Вы дотягиваете его до касания и еще где-то на 1/3 оборота. Вот резервуар. Вот это колечко с магнитом не рекомендую снимать, потому что оно посажено на 2 резинках, достаточно плотное. И если вы его снимете, может возникнуть проблема с его установкой назад. И сборка обратно. То есть, как вы видите, винтовка очень простая, достаточно дружественный интерфейс к пользователю. И ставите приклад на место. Можно его предварительно затянуть чуть-чуть. Затем собираете клапанную группу обратно. Проверяете седло клапана, чтобы не было никаких забоин. Проверяете клапан, чтобы не было никаких забоин. Вставляете клапан. Надеваете на хвостовичок пружинку. Редуктор я не буду разбирать, потому что без специального стенда лезть туда нет никакого смысла. Просто закручиваем. Обратите внимание, что конструкция резервуара здесь изменена по сравнению с классическими эйтганскими резервуарами. У нас теперь нет отверстия для сообщения пружинной полости редуктора с атмосферой. Сейчас все сделано хитро. У нас идет все внутри и через резьбу пробки выходит наружу. Вот, видите, я затыльник поставил, неправильно сориентировал. Поворачиваем, ставим его вертикально. Вот так. И затягиваем. Возвращаем рукоятку. Рукоятка сделана намеренно очень плотно. То есть для того, чтобы посадить, нужно воспользоваться волшебной киянкой. Мой любимый инструмент. Кто давно в теме, тот знает, что это такое. Закручиваем рукоятку. Ставим крышечку.
Все очень просто, доступно и легко. Ставим стволик. Когда ставите стволик, убедитесь в том, что вы ставите его правильной стороной. То есть дульная фаска маленькая, заходная фаска большая. Загоняете его на место. Для того, чтобы выставить его ровно с поверхностью, можете использовать любой ключ или любую металлическую деталь. Выставили ровно. Так. И затягиваете. Не нужно его сильно тянуть, то есть вот короткого рычага вполне достаточно. Установка модератора. Вот здесь есть отверстие под ствол. Одеваете ее на ствол. Вот видите, вот. Не забываем поставить резиночку уплотнительную. Закручиваем крышечку. Значит, порт заправки находится вот здесь. В зависимости от того, как по резьбе встанет пробка, он может занять любое положение по этой окружности. Так как отверстие сквозное, соответственно, вы можете либо с этой стороны, либо с этой заправлять. И он закрывается вот этой подпружиненной крышкой. И она так щелкает красиво. Щелкал бы и щелкал. Все. Винтовка готова. Заправляйте воздухом, стреляйте. Надеюсь, вы будете довольны. Спасибо.